Совсем недавно на этом же канале мы уже рассматривали идеальный ноутбук как для работы, так и для учебы MateBook D15. Но сегодня поговорим о еще более компактной модели с меньшей диагональю D14, которая, несмотря на меньший размер, в некоторых моментах выигрывает, а в некоторых проигрывает. И вот что это за моменты, для кого ноутбук подходит и на что он способен, сегодня и разберем. Вместе с тем, где дешевле всего его можно купить. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей техномира с каналом «Быть в теме», ведь мы начинаем. Приятного просмотра! Итак, начнем с того, где же дешевле всего его можно купить. Думаю, ни для кого не открою тайну, что есть такие сайты, где можно сравнивать цены, выбирая самый выгодный вариант. В России это Яндекс.Маркет, в Украине, Казахстане, Польше и других странах это Екаталог и Hotline. Где вводим название, жмем «Сортировать по цене» и выбираем подходящий вариант. Можно купить еще дешевле на досках объявлений. В РФ это Юлас, Авито, а в Украине сайт OLX. Но зачастую там продаются бэушные товары, и все зависит от адекватности продавца. Плюс нередко можно попасть на мошенника или купить поломанный товар. Ну а есть еще один вариант, это Fivebox Store, сайт, на котором есть разные коробки, в том числе и с ноутбуками, включая сегодняшний MateBook D14 с разными другими. Так что выпасть может любой товар, но на желаемый ноутбук, тот же Huawei, можно увеличить шанс выпадения. Да, это не стопроцентный вариант, но зато самый дешевый, где все зависит от вашей удачи. Например, я периодически открываю здесь коробки, и уже помимо беспроводной колонки и игровой мышки, недавно на почте забрал вот этот ноутбук. Выпал он мне, конечно, не с первого открытия, но можно сказать, что забрал я его за 2000 рублей. В вашем случае может быть по-другому, может выпасть из первого раза, а может из пятого или 10-го, все зависит от везения. Я лишь делюсь своим опытом, ну а какой способ выбрать, решать только вам. Итак, Huawei MateBook D14 внешне походит на другие модели компании, в частности более премиальный MateBook X Pro, который в свою очередь походит на MacBook от Apple, но при этом остается таким же доступным. Сочетая как достаточно производительное для работы и нетребовательных игр железо, неплохое время автономной работы и привлекательную цену дешевле конкурентов среднего класса. Существуют модели, которые комплектуются как процессором со встроенной графикой от AMD, это может быть или Ryzen 7 или 5, а также Intel Core i5 или i7 10-го поколения. В моем случае это AMD Ryzen 5 3500U, что означает заниженные частоты для меньшего тепловыделения, с графическим процессором Radeon Vega 8 вместе с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, разделенные на отдельные диски Windows и Data. Для тех, для кого это проблема, распределить хранилище можно через встроенное управление дисками Windows. Все это располагается в небольшом алюминиевом корпусе толщиной в 16 мм и весом до 1,5 кг. За счет чего он достаточно прочный, где ничего не скрипит, не люфтит, и его можно спокойно таскать с собой куда угодно. Единственное, при таком использовании стоит позаботиться о какой-то защите экрана от стирания клавиатурой. По цветам здесь ситуация также схожа с маками. На выбор присутствует или серый металлик, или Space Gray, на котором не видны отпечатки пальцев, разводы, да и в целом он не такой маркий. Однако тест на MacBook с открыванием крышки одной рукой Huawei не проходит. Проблемы были и у старшей модели с большим весом, а здесь таки вовсе нижнюю часть нужно придерживать из-за тугих петель. Зато они позволяют открывать ноутбук чуть ли не на 180 градусов, что удобно, если вы любите смотреть фильмы лежа на диване или работать в таком положении. В общем, применение данной фишки явно найдется. Жаль, правда, что сам экран не сенсорный, как у обычной 14-дюймовой модели, но это ладно. Кстати, об этом. Здесь стоит 14-дюймовая Full HD матрица на 60 Гц с минимальными рамками по краям, но огромным подбородком снизу. Не сказать, что экран чем-то может удивить, но для среднеценового ноутбука качество неплохое. Яркость достигает 250 нит, что при прямых солнечных лучах делает картинку нечитаемой, однако в тени в солнечную погоду пользоваться ноутбуком можно. Цветовой охват, если верить графику sRGB, заметно уже стандартного, что сказывается на бледности картинки. Однако во время повседневного использования это незаметно, разве что под цветокоррекцию ноутбук не подходит. Зато под наклоном экран не выцветает и за счет тонких рамок смотрится современно. Правда, из-за этого пришлось подвинуть камеру с привычного всем места туда, куда, если вы не слышали об этом раньше, даже не догадаетесь. Вниз, внедрив 1-мегапиксельную камеру в кнопку F, сделав этакую узнаваемую фишку мейтбуков.
И с одной стороны, конфиденциальности, это безусловно плюс, так как она скрыта в корпусе ноутбука, когда не используется. А с другой, если вы собираетесь регулярно ей пользоваться, во-первых, из-за расположения, если вы начнете печатать, скорее всего закроете больше половины объектива, а во-вторых, собеседники будут смотреть вам в подбородок, что если для редкого использования не критично, то вот для работы на удаленке, конференции и прочего лучше приобрести отдельную вебку. В остальном клавиатура смотрится гармонично, ведь кто успел посмотреть обзор на D15, где я неистово не понимал, почему у ноутбука такие большие отступы от клавиатуры. И если размер последней нельзя поменять, то почему бы в пустых местах не сделать перфорацию под динамики, которые и так там располагаются, просто направлены вниз? Здесь же с визуальной стороны таких проблем нет, так как клавиатура формата TKL, то есть без цифрового блока, и занимает более 90% всей доступной площади. Клавиши больше обычного, повторяют по форме макбуковские, за счет чего нажимаются приятно, промахнуться по ним сложно и из-за чего печатать комфортно. Особенно учитывая не очень яркую, но все же подсветку, которая помогает набирать текст в темноте. Однако из-за этого места под перфорацию уже не осталось, и динамики все равно направлены вниз. Если при работе за столом еще что-то можно услышать, то вот на коленях, закрыв выводы звука, увы, уже нет. Но давайте будем честны, в принципе сложно найти отлично звучащие ноутбуки, это как единорог в мире технологий. Хорошей новостью является то, что несмотря на тонкий дизайн, у него есть разъем для наушников 3,5 мм. Поэтому если звук вас не устраивает, всегда можно переключиться на наушники с хорошим качеством. Рядом с мини-джеком располагается обычный USB 3.0, а с другой стороны полноценный HDMI, еще один USB-A 2.0 и разъем Type-C, через который в том числе осуществляется зарядка. Кстати об этом, когда дело доходит до нее, Huawei MateBook D14 заряжается весьма быстро, а все благодаря блоку питания мощностью в 65 Вт, который за полчаса заряжает ноутбук до 50%, а если быть точнее до 45%, за час до 80%, и чем ближе к сотне, тем скорость заряда уменьшается, чтобы не травмировать аккумулятор. Или вообще в фирменной утилите PC Manager можно включить режим продления службы батареи, выбрав насколько недозаряжать аккумулятор, который, несмотря на меньший форм-фактор ноутбука в сравнении с более крупным MateBook D15, имеет большую емкость аккумулятора на 56 Вт-часов вместо 42, что по заявлениям самих Huawei обеспечивает порядка 10 часов работы без подзаряда. Но тут все зависит от нагрузки и режима использования. При обычном просмотре фильмов ноутбук продержался 8 часов и 10 минут, но зато при наборе текста с яркостью экрана наполовину время автономной работы увеличивается до 13 часов. То есть для целого учебного или рабочего дня этого более чем достаточно, учитывая еще и возможность подзарядиться от любой Type-C-шной зарядки при необходимости. Из интересного здесь еще реализована уникальная фишка экосистемы Huawei Share, то есть когда можно преподнести телефон этой же фирмы к отметке на ноутбуке, и устройства создадут связь по Wi-Fi, через которую можно обмениваться данными, транслировать изображение экрана и даже управлять телефоном с ноутбука. Что очень удобно, когда нужно что-то перекинуть по воздуху, записать экран и прочее, учитывая, что Huawei работает над улучшениями. Но у нас, к сожалению, учитывая отсутствие Google сервисов на смартфонах этой компании, вряд ли многим это пригодится. Еще одна удивительная особенность MateBook D14 заключается в том, что он загружается практически мгновенно, а все благодаря встроенному в кнопку питания сканеру отпечатка пальцев с поддержкой Windows Hello, который сразу при первом нажатии считывает отпечаток, сравнивает его с тем, что забинденный в системе, и загружается на рабочий стол без необходимости вводить пароль. Да, сканеры есть и в других ноутбуках, но в тех, которые были у нас на тестах и обзоры с которыми вы можете посмотреть на канале, приходилось дважды нажимать кнопку включения, первый раз для запуска ноутбука, а второй для его разблокировки. В остальном ноутбук нельзя назвать выдающимся, особенно если сравнивать его с другими конкурентами. В Geekbench он набрал 12236 очков, в PCMark 3757, а в 3DMark 7794 баллов. Не бог весть какие показатели, но это в обычном режиме без буста. Стоит учитывать, что здешний процессор может повышать частоты при необходимости на короткое время с последующим тротлингом. Для игр это, конечно, не подходит, но вот дабы отрендерить какой-то фрагмент или картинку за небольшое время, очень даже. В остальном, что касается реального использования, MateBook D14 может легко справиться со стандартными рабочими и игровыми задачами, облегчая обработку текста, серфа в интернете, базовое редактирование фотографий и даже легкие игры. Это, конечно, не игровой ноутбук, поэтому не стоит ожидать от него невозможного, но отвлечься и убить свободное время, не привязываясь к конкретному месту, он поможет.
Первое на тесте CSGO с минимальными настройками графики и Full HD разрешением выдает порядка 30 кадров с фризами и просадками до 15, что может для сюжетных игр и играбельно, но для мультиплеерной зарубы против других игроков, где киберспортсмены покупают мониторы на 240 Гц, лишь бы увеличить свою точность на миллисекунды, этого мало. Поэтому можно понизить разрешение до обычного HD, то есть 720p, и играть при 40 и даже 60 кадрах. Картинка тогда, мягко говоря, не очень при минимальных-то настройках, зато пропадает подвисание. Зато вот Valorant, этакая смесь Overwatch с контрой, на тех же низких настройках с Full HD разрешением уже выдает играбельные 50-60 кадров с бустом до 70 в ненагруженных локациях. Если затрагивать другие мультиплеерные шутеры, но уже не от первого лица, сразу вспоминается Fortnite, который в комментариях под прошлым обзором просили добавить на тесты. Так вот, сообщаю, при низких настройках играть вполне комфортно при 60 кадрах, и даже создается впечатление, что игра могла бы и больше, так как 60 это предел, собственно, как и герцовка монитора. Точно так же, как и Майнкрафт, 100 лет в него не заходил, а он ничуть не изменился, такой же кубический и держит стабильные 60 кадров при ручных настройках, но с частицами, стандартным разрешением и прочим. Из мультиплеерных игр можно еще затронуть Rocket League, которая играется при низких настройках на уровне 40 кадров, что в принципе тоже приемлемо, особенно если управлять с геймпада, но можно и с клавиатуры, тут кому как привычнее. Ну а если обратиться к оффлайновой классике, GTA 5, в которую из-за слива новой части мы будем играть еще минимум пару лет, можно увидеть на максималках порядка 60 кадров, то есть играть можно вполне комфортно. И это учитывая, что ноутбук ни разу не позиционировался как игровой. Это прежде всего легкий и портативный ПК для учебы, работы и приятного проведения досуга где бы то ни было, не привязываясь к определенному месту, но при желании на котором можно запустить некоторые современные мультиплеерные игры или практически все инди, среди которых временами попадаются прям жемчужины, и вот они идут на этом ноутбуке прям идеально. Так что по итогу это идеально сбалансированный ноутбук как по весу, габаритам, производительности, способный запускать даже игры, а уж для остального ее за глаза хватает, и впечатляющей автономной работой более 10 часов при наборе текста с приятным ценником, что делает его идеальной печатной машинкой или ноутбуком на повседнев с просмотром фильмов и сериалов, серфом в интернете и переносом в любое место. Кому-то, конечно, может не хватить диагонали, но тогда можете глянуть обзор 15-дюймовой версии также на этом канале. А в остальном у Huawei снова получился не идеальный, но достаточно неплохой ноутбук за свою цену, который может конкурировать с более дорогими одноклассниками, что идеально подходит как для работы, так и для учебы или для повседневного использования. А на этом сегодня все. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры, и до встречи в следующих видео. Пока!